Forget about the world. ТМС Darkside — это уникальный формат в Украине и Европе, в рамках которого бросает вызов заклятому сопернику. Поставить призовой фонд сам. Каждый спортсмен мог кинуть вызов какому-то другому оппоненту. Победитель забирает себе весь выигрыш. Я хотел кому-то тоже бросить вызов, но как-то я не видел, в принципе, в этом как-то нужды особо, а тут мне появилась такая возможность. Всем привет, меня зовут Юра Драгонер. 17 июля в Одессе я собираюсь принять участие в TMS Darkside. Бросаю вызов любому желающему побороться со мной. Условия очень простые. Мы боремся по баллам в формате ГИ в весе до 66 килограмм. Пояс не имеет значения. Любой желающий, погнали, увидимся на татаме. Юра выставил свой вызов, я думаю, блин, это будет классно побороться с коричневым поясом плюс-минус моего веса. Друзья, всем привет! Меня зовут Даня Линский, я из команды Pirates Rolling Jiu-Jitsu. И 17 июля я хочу ворваться на TMS Darkside, чтобы принять вызов Юры Драгонера. Юра, ты сам сказал, что пояс не имеет значения, поэтому давай покажем классную борьбу. Про Даню я слышал. Как он борется. Мой ученик очень сильно хочет с ним побороться. И он мне про него рассказывал. Мне реально это классная идея была. Когда Даня отозвался, я сразу знал, что будет Даня. В любом случае. Вот. Он молодой. Он сейчас компетитор. Он активно тренируется, он активно выступает. Это то, что реально мне надо. Я сейчас тоже в прекрасной форме. И плюс еще вес подходящий, это немаловажный момент. Юрий Драгонер бросил открытый вызов категории ГИ, весовой дивизион 66 килограмм. Юрию 33 года, он является представителем Академии Black Gi и будет бороться на своей территории. На его клич отозвалось сразу два компетитора. Коричневый пояс Виталий Стасев и синий, но уже пурпур, Даня Линский. Линскому 21 год, он представляет команду Pirates Rolling Jiu-Jitsu из города Харькова. Линский является активным компетитором, без которого нельзя представить украинские соревнования. Чтобы вы понимали, что это за тип, скажу вам про Даню один факт. Он хотел уходить под саундтрек из бригады. И какой саундтрек сейчас, это я порешал, как видишь. Опыт против молодости и ставка в 3000 от каждого спортсмена. Нас ждет схватка длительностью 10 минут по правилам коричневых и черных поясов. Вы знаете, моя стихия — это кимоно. Я очень сильно люблю бороться в кимоно. Я всю жизнь борюсь в кимоно. Сколько ребят меня не приглашало, не уговаривало. Мне дарили на день рождения рашгарды. Я не могу, мне не сильно нравится. Я просто кайфую от борьбы в кимоно. Я постоянно готов. У нас такой тренировочный процесс, что я постоянно к чему-то готов. У нас 2 тренировки в день регулярно, и сказать, что я к чему-то не готов, ну это... У нас есть амбиции, у нас есть победители. Победа одерживает Данила Линский! С Серегой мы знакомы давно, получается, одно время там мы тренировались вместе, когда он в Черкасах некоторое время жил, я с ним познакомился, я был тогда в шикарной форме, 82 килограмма агрессии и тестостерона, вышел на ковер с каким-то мелким пареньком бритым, я его первый раз вижу, и он меня там просто в разных позах откидал, там переломал, и я как бы, кто этот мелкий чувак, а потом я узнал, что, оказывается,
Этот дядя уже там 20 лет спортом занимается, там международного класса борец и так дальше. Я Анбар Неглокович, джитсер с пурпурным поясом, самбист с разбитым сердцем, борец с протертой головой. Я вызываю на поединок Сергея Бобыря, мастера спорта по дзюдо, мастера спорта международного класса по самбо, призера чемпионата мира по боевому самбо, тренера Спарта Бокс. Серега, я тебя разломаю. Я вызываю тебя на черную сторону ТМС Dark Side в Одессе 17 июля. Все, Серега, давай. Обнял, приподнял, бросил, ножку забрал, отломал. Сначала такое, ну, поиздевался, красавчик, молодец. Я там дальше тренером работаю, сижу с друзьями, отдыхаю. А потом в голову засело. Ну, гад, вызвал же, уже при всех же сказал. Такой сижу, думаю, до завтра отвечу. Завтра утром встал, все, не, надо дать бой, порубиться с товарищем. Следующий суперфайт — это противостояние двух самбистов на турнире по грэпплингу. Но на Dark Side возможно все. И самбист с разбитым сердцем Николай Петренко! Пурпурный пояс Николай Петренко из города Черкассы представляет Achilles Fight Club. Этого парня вы все знаете благодаря ежедневному потоку и массовому инстаграму. На сегодня он решил проявить себя не только в интернете. Коля бросил вызов настоящему мастеру, опытному спортсмену и представителю олдскула. Петренко 30 лет, его вес составляет 83 килограмма. Он является призером Кубка Украины и чемпионом всеукраинских турниров по самбо. Его соперник Сергей Бобыль. У нас с ним есть предыстория. Сергей Бобыль, известная личность в мире самбо, который готов покорить БЖЖ комьюнити. Мастер спорта международного класса по самбо и боевому самбо. Мастер спорта по дзюдо. Многократный чемпион Украины по самбо и дзюдо. Сергею 34 года. Его вес 68 килограмм. Он представляет бойцовский клуб «Спарта Бокс» города Киев. Бобыль легче своего оппонента на 15 килограмм. Несмотря на это, Сергей достойно принял вызов боя и готов продемонстрировать нам свое мастерство. На ковре друзей нет. Все будем бороться, конечно. Но вы изначально, во-первых, делали ставку. Ну что за прикол мне отдавать деньги, допустим. Понятно, что я не собираюсь, давать, он не собирается. Так, друзья за ковром, на ковре друзей нет. Поэтому, естественно, будем бороться и по полной серьезности. Парни поставили по 3000 на бой, который серьезно побороться за звание самого крутого самбиста сегодняшнего вечера. Мы однажды с ним встречались на турнире по грэпплингу в абсолютной категории. И за выход в финал я ему проиграл по замечанию, которое мне дали за то, что я говорил. А ситуация была следующая. Я вышел ему на болевой на колено, и я почувствовал уже хруст. И я как бы сказал, что я сигнализировал, я говорю: Серега, стучи. Потому что у него хрустит нога. А он тогда был как раз еще в сборной Украины по боевому самбо и должен был ехать на чемпионат мира. И я не хотел там ломать спортсмена, за которым я слежу, как он выступает. И он такой: не-не-не, все в порядке, а там хрустит уже. И меня наказывают за то, что я разговариваю, его не наказывают. И время заканчивается, я не смог отыграть этот балл, и ему поднимают руку. Лично я считаю, что он не сдался, но победил я в той схватке. Вот я так считаю. Поэтому сегодня хочу расставить точки над «э». Причем, что он потом ехал домой в Чернигов и мне жаловался, рассказал: ой, ты такой болевой мне сделал, у меня нога надулась, как задница бабуина, я еле нажимал на педаль. Что ты не стучал? Вот я сегодня заставлю его стучать no matter what. Я боролся по 18, по 20 встреч в день. Первых особенно 2 недели. Так я, хорошо, железо пошел, набирал форму, потому что как тренер отдыхал. А сейчас уже как спортсмен себя почувствовал, поэтому первые 2 недели были очень жесткие. И действительно я форму хорошую набирал. И вот сейчас последнюю неделю я такой растяжечка и чисто там поработал, да и все.
техническим нокаутом победу поддерживает пурпурный пояс Николай Петренко из Черкас. Forget about the world. Yeah, I was in the USA 5 weeks. Train in Brazilian Fight Factory. It's a affiliation with Checkmate. We also Checkmate in Israel. I train with the best in the world, William Tackett, Cody Steele. In my 5 weeks there, I do like 2 competition, one local one, and the other was a big. It was the American National IBJJF. I take first in my category. I win 3 fights by leg lock, and in the absolute I win 1 more and I lose 1. I come to do the TMS. Hey guys, it's me, Omer Emanueli from Israel. I'm going to compete in TMS Dark Side, Ukraine, on the 17th July. I'm going to fight in a bet match and I'm going to put on myself $500. We're going to accept the challenge. Привет. Здорово, Омер. Конечно, готовился, но не так сказать, что прям конкретно под Омера. Я уверен в себе. Опа, а это будет с Омером. И это тоже с ним будет. Пускай подлетают по очереди, пока комар нас не прервал. Я хотел сказать, что я готовился. Готовился, чтобы побеждать. Мне, в принципе, не важно против кого, против Омера, либо выскочить сейчас против кого-то из Волтувола, чью-то команду засадмитить. Я готов ко всему. Здорово, Омер. Я смотрю, никто не принимает твой вызов. Поэтому это буду я. Я принимаю твою ставку и формат поединка. Это будет самая ожидаемая встреча на турнире TMS Dark Side. Не пропустите. Одесса, 17 июля. Forget about the world. Настало время последнего суперфайта. Главный суперфайт сегодняшнего вечера. Омер Эммануэли против Влада Ярощука. Эти парни знают все про болевые ноги и будут бороться по самым жестким правилам. И на татами выходит Омер Эммануэли! Омер Эммануэли, коричневый пояс Академии Coen Brothers из Израиля. Омер является бронзовым призером чемпионата мира UWW Grappling, двукратным чемпионом Grappling Industries Dallas, чемпионом Израиля и чемпионом World Series Jiu-Jitsu Dallas. Эммануэли хорошо известен всем украинским любителям БЖЖ благодаря своим выступлениям на Wall-to-Wall и Гран-при. Опасный и очень серьезный компетитор. Влад Ярощук! Влад Ярощук, коричневый пояс из первой столицы Украины, города Харьков. Ему 25 лет, его вес 80 килограмм, является основателем команды Pirates Rolling. Он является чемпионом Европы AGP, призером чемпионатов Европы IBJJF и UWW. Владуха мастер сабмишенов и зрелищной борьбы. Его перформанс на турнире ТМС Cup в Харькове не оставляет в этом никаких сомнений. Встреча с представителем израильской школы БЖЖ – отличный шанс для Влада показать себя в международном поединке. Омер поставил $500 в этом суперфайте, и Влад поддержал его ставку. Это самая дорогая ставка, самая большая ставка на весь сегодняшний турнир. Нас ждет жестокая заруба в формате ноги по правилам submission only. На эту схватку придет 10 минут, но мы будем ждать яркую, досрочную победу одного из участников. I do this like
kind of fight in USA that you put in your money and you fight, but here it's different because all the thing in the area and you can choose the rule set, so it's bring you more stuff that you can play with them. You know, people don't like to do e-look, people want to do e-look like me, so this is the difference. Мне интересно повышать ставки, и поэтому, когда мэр сделал свой вывод, я подумал, да, это именно оно, то, что нужно для меня. Потому что нет смысла бороться с теми же, с кем ты уже боролся, и кого ты уже прошел. Я хочу повышать ставки, расти, чтобы мой уровень оппозиции рос всегда. Только так я вижу свое развитие, и так я чувствую какую-то мотивацию, чтобы тренироваться, как бы и просаживать в зале все свои лучшие года, так сказать. Oh, I don't know a lot of him. I think he do also leg lock, so it's been interesting. I don't know. I just want to win. Forget about the world. Супер файтинг. Есть победитель. И это Омер Эммануэль! Нужно немножко больше шума, ребята целый день ждали, что... Еще раз поприветствуем победителя этой схватки. Спасибо, что вы поддержите. Большое спасибо всем участвующим от лица команды ТМС. Без вас этого всего бы не было. Приходите на наши следующие турниры, поддерживайте и сами занимайтесь борьбой. Всем спасибо и хорошего вечера.